Приветствую! Вы слушаете Антона Кузнецова и смотрите YouTube канал Ведоврата. Итак, сегодня у нас конец декабря. Это означает, что еще один год социальный, государственный, светский, григорианский прошел. Нам нужно готовиться к следующему 2026 году. Исходя из тех знаний, систем знаний, которые я изучаю, это тантра, джотиш и ведическая астрология, мы в нашей школе Ведоврата подготовили анализ будущего года, предсказания, прогнозы, тенденции будущего года и самое главное это рекомендации и советы на следующий 2026 год. Многие ориентируются на прогнозы, на предсказания, но самое ценное мы считаем, что мы можем дать людям советы, что делать, что не делать, рекомендации, как себя вести, к чему готовиться, как наиболее оптимально и эффективно провести, прожить, получить опыт в следующем 2026 году. Итак, план. Начнем мы с не самого важного, это описание года с точки зрения ведической нумерологии. Вторая часть, самая важная и объемная, это карта года. Карта построена на начало года. Притча Кундали, или Вритти Кундали, или Прашна Кундали. Карта события, можно сказать. Третья часть, тоже важная, на основе ведической астрологии Джотиш, это транзиты Грах, транзиты планет, Граха Гачара в году. Четвертая часть, затмение года и что делать во время затмений. Пятая, дополнительная факультативная часть, год в цикле 60 лет. То есть цикл Самватсара, где каждый год является годом Самват или годом взаимного цикла Гуру и Шани, и в нем есть описание каждого из этих 60 годов полного цикла. Мы возьмем книгу Брихат Самхита и подведем итоги, сделаем выводы и дадим рекомендации и советы. Итак, первая часть. Это самое простое. Мы считаем цифру года. Это цифра 1 на основании ведической нумерологии. Цифре 1 соответствует Граха Сурья. Значит, с точки зрения ведической нумерологии 2026 годом управляет Граха Сурья, которую называют в астрологии часто планетой Солнце. Суть, значение, качество, то есть каракатвы Сурьи описывают год нумерологически. Зная, кто такой Сурья, кто это как Граха, мы можем сказать, что главная суть года – это год пробуждения осознанности, духа, обращения к первоисточнику, к началу, к самому главному. То есть это год для смыслов, для существенного, того, что есть самое существенное в нашей жизни, год стремления к сути, не к форме, да, и год ответственности. Есть и мужская, там и женская ответственность, мы это подробнее потом разберем. И для мужчин это тенденция, что им нужно быть еще более ответственными, чем они есть, проявлять свою мужскую силу, отеческую силу, да, то есть быть отцами, защитниками и так далее. И мужчина это еще родоначальник, то есть он может создать семью, продолжить род, создать какую-то родовую структуру, систему, родовое дело, быть родоначальником династии и так далее. Ну и в целом, если это проекты, начинания, дела, они должны быть сущностными, желательно на долгосрочную перспективу. Женщины же в этом контексте, они должны поддерживать традиции, заниматься там традиционным творчеством, а не каким-то там временным, да, модным. И есть еще такое понятие берегиня, это то же самое проявление Грахи Сурьи, но для женщин. То есть поддерживать род, делать для блага рода и быть берегинями рода. Вот. Кроме того, Сурья это зерно, да, как зерно как семя, зерно как суть, зерно как то, что можно засеять и то, что прорастает. Поэтому год засеивания в хорошем смысле этого слова. То есть зарождение, порождение, начинание. Есть такое вот слово почин. Это очень древнее слово, там корень чин. Это один из древнейших корней. Мы там знаем, какие слова там чинить, да, или чин как ранг, но чин это очень древний корень. Это должны быть хорошие почины. Например, там заложить фундамент, может быть здание, строение, дома, а может быть какой-то организации.
И Сурья еще это одухотворение. Да, вот пятый Раши – это функция, способность одухотворять. И одно из главных значений Сурьи – это одухотворение. То есть нужно быть одухотворенным, и это значит, что вдыхать жизнь во что-то, вдыхать во что-то существование. Ну, там, может быть, и есть какие-то аспекты, как созидание, творение, да, но одухотворение – самое точное слово. Кроме того, Сурья – это центр, да, это основа, фундамент, и поэтому нужно знать свой центр, свой стержень, свой источник и быть твердым, сконцентрированным, осознанным в этом своем пути, исходя из своей сути. Сурья он строгий, да, это не ашубха граха, то есть не пагубная граха, но это крура граха, то есть он строгий. Иногда говорят жестокий или жесткий, но главное перевод слова крура с санскрита это строгий, поэтому это год строгости, например, там строгой ответственности. Вот. И еще это когда говорят все по большому счету. Во всем должен быть смысл, за всем должна стоять суть. И еще есть такие значения, как и у Мангалы, и у Сурья, это избирательность, как вот категоричность, но принципиальная категоричность. Не эгоистичная личностная, а принципиальная эгоистичность. Вторая часть – карта года. Вообще год начинается, скорее всего, весной. Может быть 14 апреля, может быть 22 марта, может быть с весеннего новолуния, которое первое после равноденствия. Вот. И наши предки, и древние индийцы, и многие древние народы, культуры, цивилизации, которые жили в соответствии с циклами природы, у них год начинался весной. Но исходя из тенденций Римской империи, римского права, римской традиции, у нас пришло и римское время исчисления, и мы начали начинать год 1 января по нашему григорианскому, иногда юлианскому календарю, и именно в полночь. Когда это началось, где-то в 17-18 веке, и тогда в целом человечество начинает год вот этот момент. 00 минут по местному времени 1 января. Вот. Тогда мы можем построить карту на этот момент, потому что в природе ничего в этот момент не происходит, но все люди поздравляют друг друга с началом Нового года. И поэтому эта карта действует с точки зрения мнения людей, их ментальности, их мировоззрения, их точки зрения, которая не природная, а, скажем, там искусственная, социальная, общественная, светская. Вот. Но, тем не менее, они считают, что год начался, и поэтому это событие, притча на санскрите, или врита, или... И у нас есть вопрос, тогда это еще и прашна кундали. То есть у нас есть вопрос. И эта карта описывает тенденции года. 2000 лет в этой карте будет Канья Лагна. Это началось где-то в 1998 году. И в 2094, по-моему, если я правильно помню, где-то 2000 лет, в Лагне будет обязательно Канья. Можете проверять, это будет интересно. Вот. И Лагной управляет Будха. Поэтому многие столетия людьми управляет Лагна Канья, и мы знаем качество этого Раши, этого знака зодиака, и знаем качество Будхи. Так что идет как бы эпоха Каньи и Будхи. Вот. Но есть другие явления, показатели, да, факторы в карте рождения, которые каждый год меняются. В этом году на Лагну смотрит Шани, то есть дает свой дришти, свой взгляд. И он добавляет свои качества в главные тенденции года. То есть этот год у нас он будет требовать от нас выдержки, стойкости, терпения, дисциплины, настойчивости, упорства. Еще Шани это структура, то есть структурность, взаимодействие, взаимосвязи, не как общение или отношения, а как вот структура. Структурность самое лучшее слово. Вот. И Шани, он следит за исполнением, да, он не устанавливает законы, а следит за исполнением. Он как бы наблюдатель, инспектор, проверяющий, и поэтому он будет нас проверять. Да, год проверок. Можно сказать испытаний, но это не в смысле трансформации или там резкие несчастные события. Год проверок, ревизий, можно сказать. Особенность года то, что в 4-й Бхаве есть сразу много грах, 4 грахи: Сурья, Мангала, Шукра и Будха. Это подчеркивает важность значений сферы 4-й Бхавы в жизни человека. 4-я Бхава это сфера родного и близкого.
это внутренних состояний, внутренних явлений, да, внутренних родных и близких отношений, и также родных и близких мест, вещей, ценностей. Вот. И это нужно будет защищать. То есть нужно знать свой близкий круг, своих родных и близких людей, и быть в этом кругу, в этой сообщности, защищать их по возможности, и разделять родное от неродное, близкого от неблизкого. То есть знать, что в кругу, что за кругом. Вот. Кроме того, это внутреннее, да, как бы подземное, там где не внешняя, а противоположность внешнему, да, не зенит, а надир, не правая, а левая, да, не верхняя, а нижняя. То есть это внутренняя жизнь человека, да, вот, внутренний опыт, внутренняя жизнь. Вот. И поэтому будет много опыта во внутреннем мире человека. То есть в его ощущениях, чувствованиях, в его опыты, ощущения и чувства. Это может быть и душевное ощущение, это может быть там и комфортные ощущения, но это внутренний мир человека. И сюда смотрит гуру из 10-й бхавы, это очень важно. Он дает свои значения, такие как вот принципиальность, стратегичность, направленность, необходимость основываться на законах и принципах. Да, это может быть знание, мудрость и другие проявления гуру. Подобная комбинация, да, когда гуру смотрит на 4-ю бхаву, это соединение чувствования с мудростью, знаниями и принципами, стратегиями. То же самая комбинация есть другая, которая указывает подобные значения. То есть в карте года, в карте 2026 года, Чандра находится в 9-й бхаве. Это тоже соединяет как бы внутреннюю силу человека, такое как восприятие, мышление, чувствование, естественность, природность, с значениями 9-й бхавы, такими как стратегический фундамент, путь движения, направление, ценности, мастерство, знания, образование и так далее. Поэтому человек будет очень чувствителен к своей социальной ценности. Ему будут важны его общественная значимость, его авторитет, его имя, как вот бренд, имя как, не хочется говорить слава, имя как репутация, да, лучше сказать имя как авторитетное имя. Чандра, она изменчивая, подвижная, да, как луна, как вода, как волны. Поэтому свое понимание социальной ценности, своего авторитета, значимости общественной, оно будет нестабильно, переменчиво и подвержено легкому манипулированию. То есть людей будет легко взять через душу, через эмоции, чувства, например, эмпатия, сострадание, и привести к каким-то чужим, ложным, неродным, искусственным ценностям, навязанным ценностям. Это будет несколько раз повторяться, будьте к этому внимательны. То есть под влиянием эмоций, может быть даже хороших чувств, таких как сострадание, не изменяйте своим ценностям. Гуру в 10-й бхаве это хорошо и для гуру, и для 10-й бхавы. То есть значения гуру такие как принципы, знания, стратегичность, разумность, рациональность, мудрость, они будут направлены вовне, на общественную деятельность, на положение, на статус, на достижение, может быть, популярности, может быть, успеха. И для значения гуру это хорошо, то есть люди, которые представляют гуру, да, то есть наставники, учителя, советники, консультанты, учителя, преподаватели, даже лекторы, может быть, в какой-то мере, которые несут знания законов, принципов в общество, они будут более успешны, чем в предыдущих годах, к счастью. Шани в 7-й бхаве и смотрит на лагну, он влияет на 7-ю бхаву прежде всего. То есть 7-я бхава это не я, это другие. Это отношения с другими, это сфера совместных взаимоотношений, партнерских, товарищеских, публичных и других отношений с другими людьми. И Шани там будет требовать сдержанности, осторожности, внимательности, терпения, часто непредвзятого, невозмутимого наблюдения, незворушливого спостереження. То есть, непредвзято, отстраненно, невозмутимо наблюдать за происходящим вовне, на публике, с партнерами, не вовлекаться еще. И в целом Шани это же границы, разграничения. Поэтому отношения с другими будут не только сдержанными, а сложными. Будут трудности в отношениях с другими, например, с партнерами и так далее. Всеми, кто представлен 7-й бхавой. Особенно если человек будет противоположен качествам Шани.
То есть Шани он терпеливый, сдержанный, а противоположность это резкий, импульсивный, несдержанный, нетерпеливый. Вот это все будет портить отношения максимально. Как говорила мой учитель математики, да, будьте внимательны и осторожны, особенно в сфере отношений. Ну и он смотрит на Лагну, мы это уже описали. И теперь из существенных положений в карте года, это не транзиты, это карта года. Раху находится в 6-й бхаве, а Кету находится в 12-й бхаве. Да, то есть у нас есть направление, вектор, не ось. От Кету к Раху, это значит из 12 к 6 бхаве. Мы идем от значений 12 бхавы к значениям 6. Мы идем в прошлом от отдаваний, утрат, потерь, лишений, жертвований, иногда бороться, но Раху это еще как бы иногда нереальность, да, иногда ошибки, иногда иллюзии, поэтому нужно быть осторожным с тем. Это самое главное, это описание карты года. Транзиты года, они менее важны. Во-первых, они меняются, да, то в течение года некоторые грахи меняют свои раши, да, Сурья поменяет все свои 12 раши, Шани будет весь год в одном раши, Кету и Раху будет в одном раши, а Гуру побывает в 3 раши. В 3-м Митхуна, в 4-м Карка и в 5-м Симха. Поэтому глобальные транзиты, они более важны, если мы хотим поделить год на какие-то этапы и писать его отдельно, а не весь год в целом. Но тем не менее есть нечто стабильное, и давайте опишем все это как годовой анализ интервалов или периодов 2026 года. Весь год Шани будет мина Раши. То есть это значит, что Шани как сила внимания, наблюдения, сила границ изменений, наблюдения за границами изменениями, она же сила ограничений, она будет находиться в 12-м Раши, который имеет такие главные значения, как заграничная, безграничная, потусторонняя, запредельная, странная, ну, эфирная, как вот пространственная. Поэтому Шани в этом году тоже будет ослабленный, нестабильный, рассеянный, расконцентрированный, и поэтому людям будет не хватать значений Шани в 2026 году тоже. То есть сложно будет поддерживать дисциплину, быть сосредоточенным, концентрированным, быть вот этом так называемой рутине в хорошем смысле этого слова. То есть ежедневный распорядок. У нас есть ежедневные процессы, ежедневные задания, порядок дня, распорядок дня. Вот. Его трудно будет поддерживать, будет не хватать терпения, дисциплины и подобного. Вот. Также Шани это выдержка, может не хватать выдержки, и это тоже будет иметь негативные последствия. Главная рекомендация уменьшить вот эту ослабленность значений Шани, таких как выдержка, терпение, дисциплина. Это значит, что у нас должен быть какой-то либо внешний ориентир, который нам помогает быть сосредоточенными, дисциплинированными, либо должна быть какая-то внешняя помощь. То есть кто-то нас должен, иногда подгонять, иногда нам напоминать, иногда даже на нас давить, прессовать, заставлять, напоминать о необходимости. И тогда иногда с внутренним своим Шани, иногда с внешним применением Шани нам будет легче. Раху и Кету находятся и в карте рождения Кумбха и Симха Раши, и весь год будет в этих Раши. Значит, Кету в Симхе в течение года. Он показывает, что Кету как прошлый опыт основан на Раши Симха. Это функция созидания, творения, вдохновения, лидерства, умение правильно применять свой огонь. Как огонь познания, так огонь пищеварения, огонь лидерства и творчества. Раху в Раши Кумбха говорит о том, что мы движемся к значениям 11 Раши Кумбха. И 11 Раши – это желание и получение, это планирование для того, чтобы обрести, это мечты, их исполнение, это умение быть прагматичным, уметь договариваться, уметь получать. Вот. И Раху себя хорошо чувствует, это его Раши, он будет, с одной стороны, более планирующим, мечтательным, амбициозным даже можно сказать, но в то же время более эффективным, более результативным и более получающим. И последнее это
гуру, хотя это медленная граха, и она 1 год находится в одном раши, но потому что есть более быстрые и более медленные раши, в течение 26 года гуру поменяет 3 раши. 3 Митхуна, 4 Карка и 5 Симха. В Митхуне он будет в 3 раши по 1 июня. Вот, Митхун это значит, что качества гуру, такие как разум, мудрость, рациональность, знание принципов и законов, будут активными, влияющими, выражающимися, коммуницирующими. И поэтому это до 1 июня, да, 5 месяцев, свою силу гуру, то есть разум, рациональность, мудрость, знание, нужно активно выражать, проявлять, формулировать, об этом заявлять и через это пытаться влиять на внешнее окружение. 4 раши Карка с 1 июня по 21 октября. 5 месяцев. Еще 5 месяцев. Гуру себя в Карка раше чувствует хорошо по многим причинам. Это соединение рационального и иррационального знания. Да, это гуру становится светлым или даже просветленным, ясным, понимающим, да, прозрачным в контексте понимания. Вот. Это дает иррациональное знание не в смысле случайное, а спонтанно правильное. Иногда это похоже на интуицию, иногда это просто видение. То есть гуру в 4 раше Карка, он имеет видение, он видящий, он как пророк, он как риши. Вот. И он там одновременно изобильный, богатый, щедрый и дает знания и интуитивно, и в большом количестве, то есть щедро. И оставшиеся 2 месяца года, это после 21 октября, вот, гуру переходит в Симха, и тогда гуру направляется на назначение 5 раши, который я уже говорил. Поэтому рациональность, разумность, мудрость, знание, принципы человека будут направлены на централизацию, на владение своим, на лидерские качества, на укрепление власти, вот, и на мотивирование себя и других. Затмения, как обычно, как чаще всего бывает, в году 4 затмения, они идут парами. Это интервал затмений или последовательность из 2 затмений. В каком-то году может быть 3 затмения, но это никак не коридор, вот, потому что коридор это то, что соединяет различные пространственные вещи. Поэтому в течение года будет 2 интервала затмений. Даты затмения вы можете найти в интернете. Вот, за 2 недели до затмения, первого в интервале, и в течение 2 недель после последнего затмения в интервале есть набор из нескольких 2-недельных периодов, то есть пакш, 14-дневных периодов, которые неблагоприятны для важных действий. И я их назову, да, как рекомендации на год в контексте затмений. Первый интервал это будет февраль и половина марта. Он начинается 2 февраля и заканчивается 19 марта. Это 1,5 месяца, 6 пакш, да, или 45 дней неблагоприятного времени. Второй интервал из 2 затмений это август и половина сентября. Он начинается 29 июля, длится весь август и заканчивается 11 сентября. Это снова 1,5 месяца, 6 пакш или 45 дней неблагоприятного времени для важных, судьбоносных, как еще назовем, важных решений и действий. То есть там не начинать важные проекты, не совершать крупные сделки или покупки и подобное. Там, не делать очень важные операции. Вот. Что делать во время затмения, мы много раз уже говорили в видео. Там, внутренняя работа, внутренние практики, медитация, благодарность предкам, обращение к силе рода, к высшим силам, вот, очищение во всем диапазоне и сознание от иллюзий и ошибок и своего места от ненужных, вредных, мешающих вещей. Теперь 5-я часть обзора 2026 года – это год с точки зрения цикла Самватсара. Это 60-летний цикл, который подобен китайскому календарю, но совершенно не он. То есть похож, но совсем не он. Я много о нем расскажу, потому что об этом много есть информации и в книге Брихат Самхита, и в других книгах, там Джатака Бхаранам. Вот. Но это очень мало влияет. Во-первых, мы считаем, что год начнется 1
января, а Самватсара год начинается 19 марта. То есть уже получается, что будет идти предыдущий 39-й Самват год, и только после 19 марта 2026 года начнется 40-й, следующий Самват год. И поэтому они уже как бы сдвинуты. Во-вторых, это древние знания, когда люди жили по вот этому календарю, когда год начинался весной, это соответствовало новолунию, там были праздники, все это знаменовали, отмечали, праздновали. Вот. И тогда это был очень важный год, и он сильно влиял на людей. И поэтому он очень подробно описан в книге Брихат Самхита. Сейчас мы живем по-другому, как бы летоисчислению. У нас григорианский календарь, а не Самватсара календарь или Викрам Самват календарь. Вот, и поэтому год имеет это небольшое влияние. Почему я в этом уверен? Мы проанализировали наши прогнозы на предыдущий 25-й год, на 24-й, на 23-й, даже, по-моему, на 22-й, и влияние Самват года, оно небольшое, поэтому не уделяйте этому большого внимания. Вот вы увидите много информации и сейчас, и 19 марта 26 года, что там все поменялся, начался Новый год по ведическому календарю или там по восточному календарю. Мало что поменяется. То есть влияние этого незначительное. Но тем не менее это есть, и мы должны об этом сказать. Итак, 19 марта 2026 года начнется 40-й год 60-летнего цикла, ну как его назовем, одного из ведических календарей. Не единого ведического, а одного из них. Этот календарь называется Самватсара Чакра, Викрам Самват календарь, в честь древнего короля Викрамадитья, который его основал, предложил и ввел. Он называется Парабхава. И Бхава мы уже знаем, что это никак не переводится как дом. Бхава – это бытие и состояние бытия. Бхава – это существование и состояние существования. Поэтому так называются бхавы в ведической астрологии. Это не астрологические дома. А пара – это назад, наоборот, прочь, против, противоположный, не такой. Вот. И чаще всего в контексте пара бывает положительное значение, паранормальный, то есть это сверхнормальный. Да? Но пара в названии годов и в календарях Джотиша, он имеет чаще всего негативную коннотацию. То есть это против означает, что отмена, утрата, забирание, отдавание и негативное, как минимум, трансформационное значение. Противоположное в нехорошем смысле. Вот. Парабхава, если переводить в контексте просто санскритского словаря, переводится как противоположность росту, как вот отрицательный рост. Упадок, разрушение, исчезновение, пропадание, уход. Отмена состояния, еще можно сказать. Да? Вот. И в отличие от годов Самбхава или Вибхава, это считается неблагоприятным. Кроме того, одно из значений слова Парабхава, как название 40-го года, и он начнется 19 марта 26-го, это испытания, трудности, вызовы, как вот это слово челлендж привести, вызовы, проблемы как испытания, препятствия, которые нужно преодолеть, и то, что нужно отдать. От чего-то отказаться, что-то потерять, что-то отдать. Поэтому это год испытаний, трудностей, проблем как вызовов, год трансформаций из-за препятствий, тягот, и год отдавания как время собирать камни, время бросать камни. То есть сначала мы берем, потом отдаем. Когда нужно рассчитаться и отдать то, что мы должны отдать. Кроме того, слово Парабхава имеет эзотерическое значение. Это как иное состояние. Не нормальное состояние, как паранормальное состояние. Допустим, это выход из привычного существования, из привычного опыта бытия. И тогда это может быть хороший опыт. Допустим, просветление, то есть до просветления состояние Бхава, после просветления Парабхава. То есть иногда это отказ от ненужного, например, от материальных привязанностей, от иллюзий, заблуждений. Иногда это изменение состояния как просветление. Но это может быть и не обязательно в положительном смысле.
можно сказать, что это потребует поменять свое состояние бытия, поменять свое состояние существования. И тогда я смогу что-то преодолеть. Или год, чтобы отказаться от чего и вам этот год покажет. И тогда я смогу пережить трудности, пройти испытания. И в книге Брихат Самхита там есть отдельная шлока, то есть строфа об этом годе. Брихат Самхита описывает этот год так, что год Парабхава, 40-й в цикле 60 лет, он непростой, он имеет смешанные результаты, иногда умеренные, иногда негативные. Это год кризиса и испытаний. Прогнозируется, и помните, что это начнется только 19 марта, будут опасности из-за огня. В те времена это были в основном пожары, но сейчас бывает другой огонь, да? То есть там невидимый огонь. Все виды огня и пожары – это самый явный пример. Будут больше конфликтов, больше спор и будут больше войн. То есть там написано проблемы из-за оружия. Вы скажете, куда еще больше. Если мы говорим именно о Самват-годе, да, то войн станет больше, начиная с 19 марта. Будут проблемы, связанные с болезнями, то есть у людей будет хуже здоровье, чем в другие годы этого цикла 60 лет. У них будет там недуги, заболевания. Нужно быть осторожным в контексте жизни и здоровья. Да, то есть take care, то есть берегите себя. Да? Берегите свое здоровье и безопасность. Пострадают люди первой варны и животные первой варны. То есть это брамины и коровы. Мы должны понимать в наше время это широко. То есть брамины это люди знаний, наставники, учителя, может быть судьи, если это настоящие судьи, которые честные, да? Которые могут судить как гуру. Иметь суждение, да? Люди ученые, науки, люди разума, люди принципов, люди рациональности, люди разума, священники, жрецы и люди духовных ритуалов, которые знают духовные практики. И корова это значит сельские животные, скот, да, сельские животные. Таким образом, если это все подытожить и несколько вариантов переводов слова Парабхава и описание этого года в книге Брихат Самхита, то год с точки зрения календаря 60-летнего Самватсара Чакра, он непростой, будут испытания, будут необходимость преодоления, будут вспышки агрессии, конфликты, войны в том числе, будут проблемы из-за огня, пожары в том числе, будет больше болезней, то есть нужно быть осторожным со своим здоровьем. И в основном пострадают люди знаний, тогда это назывались браминами, и сельское хозяйство, то есть фермерские, сельские животные и подобное. И все, подводим итоги. Итоги анализа и вытекающие из этого совета рекомендации на 2026. Итак, если назвать год одним словом, год смысла, сути, год осознанности, год избирательности, осознанных выборов и фундаментального начинания. То есть нужно быть родоначальником и в женском, и в мужском смысле этого слова. То есть что-то зародить, породить, поддерживать сущностное, да, традиционное, родовое, фундаментальное начало, фундаментальные начинания. И год источника, но пишем это слово с большой буквы, да? То есть не источника информации, не источника воды, а источника, как origin на английском, не source, а origin, первоисточника. Что делать и что не делать? Рекомендации. Исходя из того, что это единица и сурья, задавайте себе вопрос, ради чего я это делаю? Ради чего я принял такое решение? Не почему, не после чего, не для чего, а ради чего. Не позволяйте всему мелочному, вторичному, детальному, это будха, мешать главному, это сурья. То есть смысл моего существования, да, то, зачем я живу. Оно одно и самое главное. Должно быть так. Кроме того, что это единица сурья, внешнее, формальное, множественное, многогранное, например, там внешние достижения, они будут значить меньше, чем одно, что самое главное. То есть внутреннее и сущностное содержание. Смысл в течение года будет важнее, чем форма. Главный ориентир года в контексте единицы и сурьи – это осознанность. Проверка осознанности, зачем, ради чего, осознаю ли я то, что я делаю, и что не делать. Не поддаваться иллюзиям,
шаблонным стереотипам, страхам, множественности, неясности. Вот. И будьте осторожны с вот этим многообразным информационным полем. То есть огромное количество источников информации, да, оно будет разъединять, противоположность цельности, разъединять, делать нецелостным, да, расстраивать, раздваивать и расстраивать. Вот. И нужно быть честным самим собой, потому что Сурья, он строгий. Вторая рекомендация, исходя из того, что на лагну года смотрит Шани, нужно быть дисциплинированным и стойким. Иногда терпеливым, иногда упорным, иногда настойчивым, дисциплинированным, поддерживать порядок. Не терять сдержанность, да, вот что не делать, да, то есть не выходить из себя, или как это было в книге про Алису, да, не входить в раж. Вот, и поддерживать не только самодисциплину, а структуру. То есть структуру порядка в моем пространстве, в моем доме, в моей семье, в моем роду, в моем производстве, предприятии, в моей стране. То есть поддерживать структуры. 4-я Абхава, и помню, там много грах. Знать свой внутренний круг, знать, какая у меня сфера родного и близкого, что на самом деле для меня близкое и родное, что на самом деле для меня там родина или родовое поместье, родной дом. Не формально там по паспорту или по какому-то там внешнему формальному документу, а по ощущениям, по опыту. Что для меня внутренний круг, и нужно его укреплять, защищать, поддерживать, быть с родными и близкими людьми, держаться вместе. Да? Как говорил Махариши, птицы одной стаи держатся вместе. Вот. И это будет очень важной ценностью при вот этой испытаниях, нестабильности, проблемах как вызовах. То есть внутренний круг поможет найти опору. Это будет большой ценностью. Там достоинство, да, но это уже больше 4-я Раша, чем 4-я Абхава. Внутренние ценности. Ценности внутреннего круга. Вот. И берите ответственность и за себя, и по возможности за вот этих вот родных и близких людей, явлений, мест. То есть защищайте родное и близкое. Традиционное в том числе. Вот как модная фраза: имейте крепкий тыл. У кого тыл крепкий, тот и лучше идет вовне. Если тыл не крепкий, тогда и вовне нет достаточно силы и уверенности. Следующее. Помним, что гуру смотрит на эту 4-ю Абхаву. Вот. Поэтому применяйте знания и мудрость в жизни в контексте вот этой вот сферы родного и близкого. То есть изучайте свой род, своих предков, изучайте родные традиции, изучайте для себя близкие вещи. Вот. И передавайте эти знания. Будьте внимательны к смыслу, к содержанию. И избегайте противоположного. То есть быстрых решений, простых решений, хитрых решений, манипулятивных решений. Да? То есть старайтесь, чтобы и вы никого не обманывали, никем не манипулировали, и сами на это не попадайтесь. Вот. И есть такое понятие настоящее, вечное, ценное, стоящее, да, это иногда пафосно звучит, вечные ценности, но это то, что будет ценно долго, это что и раньше было ценно, и будет ценно в будущем. Вот эти вот вечные ценности не в каком-то поэтическом пафосном смысле, а в реальном, да. Будьте готовы, это уже банальность, да, к переменам, турбулентности, будьте готовы к проблемам, которые станут вызовом, будьте готовы к испытаниям, вот так давайте скажем. Что поможет? Знание, внутренний круг, родные, близкие, и люди, и места, вещи, предметы, да, как вот играть на своем поле в футбол. Дома и стены помогают. Это реальность, это не шутка. Вот. И помним Чандра, да, отделяем эмоциональный контекст, эмоциональную составляющую часть от смысла. То есть вот есть текст, да, сообщение в соцсети, статья, видео, в нем есть эмоциональный контекст, как краска, и есть смысл. Мы можем не замечать смысла, сути из-за эмоциональной окраски. Жалко, не жалко, люблю, ненавижу, какой он молодец, какой он гад. Это моя личная эмоциональная реакция. А суть я могу из-за этого пропустить. То есть Чандра будет нам иногда мешать, чаще всего, да, и вместо сострадания она может давать нам ненужное чувствование и таким образом уводить нас от смысла и от сути. Вот. И теперь отдельно для мужчин. То есть будьте родоначальниками, то есть будьте центром, точкой опоры для своего окружения и для того, что вам
по праву принадлежит. Ваше дело, ваша структура, может быть родовая структура, может быть семья, ваш род, а вы его продолжатель. И будьте для этого центром и опорой. Вот. И помните, что это год строгости. Будьте строги прежде всего к себе, и тогда вам это даст право быть строгими к другим. Берите ответственность там, где вы имеете право на эту ответственность. Не ищите легких путей. Для женщин то же самое, но с женской стороны. То есть вот это понятие берегиня, то есть будьте хранительницей рода, хранительницей традиций, поддерживайте вот эти правильные, вечные ценности. Вот. Сами избегайте эмоциональных манипуляций, да, то есть не давите на эмоции другим. Вот. Ну и не позволяйте, чтобы вас использовали через чувствование неправильное, через манипулирование. Особенно это касается информационных потоков. Вот. И укрепляйте близкие связи, родовые или хотя бы семейные. Как это все подытожить? На год должно быть такой главный девиз, главный совет, пожелание. То есть будьте осознанны и пробуждены, ищите смысл. Помните афоризм Козьмы Прудкова «Зри в корень». То есть смотрите в корень, смотрите в суть, смотрите в смысл. Вот. И действуйте со своим осознанным и стратегическим предназначением. То есть идите своим и правильным путем. На этом будем завершать. Благодарю вас за понимание. Моя просьба: пишите свое мнение и свои вопросы нам на e-mail. Просьба наших организаторов написать комментарий к этому видео, поделиться им с теми, кто его оценит и правильно поймет, поставить лайк или нравится этому видео, и тогда у вас будет хорошая карма на сегодня, и вам будет сегодня хорошо. До встречи! Вы слушали Антона Кузнецова и смотрели YouTube канал Ведоврата.